Доброго времени суток. Итак, сегодня у нас август 25 года, а у нас Dell XPS M1330 2008 года. Как он поживает? Я его немножко апгрейдил. Попал он ко мне в руки в 20 или в 21 году. Спасибо, Вадик, тебе. Привет. Вот. Был на нем стояла Vista лицензионная и 4 гигабайта оперативки. Это, кто не знает, аппарат на Cordova Duo. Потом там были с ней проблемы какие-то. Пароль был запароленный, мы не могли вспомнить пароль. Он долго просто лежал, этот аппарат никому не нужный был. Но я поставил сюда 7 максимальную, ну и какое-то время пользовался ним. Просто Word, Excel, Microsoft Office у меня стоял 2010 года, и ютубчик смотрел. Собственно говоря, особо я ним так сильно и не пользовался. Ну, смотрел там какие-нибудь простые чертежики, там такое, книжечки в PDF-ридере там читал. На большом экране очень удобно. Ну, как-то мне не очень понравилось, как он работает. По скорости, понятное дело. Ну, я решил его апгрейдить. Думал по максимуму, вспомню молодость. Купил оперативку. Оперативка получилась в 2 раза дороже, чем сам аппарат. Ну, да ладно. И с 8 гигабайтами оперативной памяти на 2 планках он оживился довольно-таки неплохо. Мне очень понравилось. Еще у меня был SSD-шник на 120 гигабайт в 2018 году покупался для для нетбука. До этого у меня был Asus EEPK 1001. Вот. Там как бы, ну, скажем так, особо не разгонишься. Ну, этот аппарат был сразу поинтересней. И я столкнулся с той проблемой, что я на SSD-шник винду не смог поставить на этом Dell. Скажу сразу, что я не новичок в Windows. И были проблемы на других аппаратах у меня по работе раньше. Но всегда они решались подкидыванием драйверов при установке. Здесь эту проблему я не смог решить. Просто тупо не нашел. Можно было бы, конечно, попробовать обновить BIOS. Кто-то может сказать, ну, я не решился. Как-то не захотел. Поэтому я это дело отложил. В итоге, ну, это растянулось вот до 25 года. И как я решил эту проблему? Поставил Linux Mint. Вот Linux Mint 22.1 XFSE 64-битный. Слушайте, ну, Linux я раньше Ubuntu там буквально, может, недельку попользовался в 2011 году. И больше я к Linux не возвращался. Но сейчас я вот возвратился именно на этом аппарате. И я вам скажу, первое впечатление, это я уже его второй раз ставлю. Первый раз я поставил вот на жесткий диск, на вот этот Seagate. Вот. Там он у меня и стоит. Попробовал просто для сравнения. Вот на Toshiba у меня стоит Windows 7. Я не пользовался. А Seagate я поставил Linux Mint. Попробовал Linux Mint, оказался этот все-таки, хоть он и как в описании написано легкий дистрибутив, но он мне попервой показался тяжелее, нежели Windows 7. Ну, у меня Windows 7 там я что-то там облегчал по какому-то видео.
В принципе, она работала довольно-таки адекватно на этом железе. Единственное, что мне не нравилось, когда я начал вести видеоблоги и в YouTube Studio в Chrome начал работать, теги, хэштеги подкидывать, и он начал тупить. Реально он начал тупить, и это, ну, как-то мне не понравилось. Я решил все-таки SSD-шник любыми путями поставить. Думал уже новый покупать, но Linux Mint мне помог. Сейчас мы не будем говорить о самой системе Linux, в принципе, но благодаря нему уже апгрейд произошел. Кстати, если кто знает об этом Деле больше, нежели я, в плане того, если кто-то на такой же аппарат ставил какой-либо другой процессор, просто я в сокете посмотрел, а он съемный. То бишь в теории можно какой-то сюда впихнуть другой процессор. Не знаю, если кто знает, какой можно, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет очень интересно, и я постараюсь его найти и сюда вставить. Чисто спортивный интерес. В принципе, аппараты уже сейчас можно купить гораздо интересней, ну, за сущие копейки из Европы. Синкпады те же, тут я собираюсь купить по 50-й. Хотя это уже вообще серьезный аппарат, но хочется именно этот. Подкуплю. Ну, с этим просто, ну, вот хочется, он работает. У него даже аккумулятор, ну, правда, китайский, я не знаю, Вадик, напишешь в комментариях, ну, в принципе, ты тоже не помнишь, когда был куплен тут аккумулятор, тут уже китайский стоит. Но он у меня до часа, в принципе, но без Wi-Fi, когда выключения света были, он у меня работал. Я на нем видео просматривал, фотографии. Конечно, вот я сейчас снимаю на Google Pixel 7, и я снимаю в 4К. 30 кадров в секунду, и он эти ролики, ну, по крайней мере, на 7 Windows, он вообще не тянет. Не то, что там, ну, вот просто я, если в этом качестве сбрасываю там в папку какую-нибудь на этом самом, он их не тянет. Ну, скорее всего, он и не будет и на Linux тянуть, и с SSD-шником, потому что это все зависит больше от процессора. Но как бы посмотрим. Это уже в следующем видео я сделаю обзор, как работает реально этот Linux Mint на этой машине с такими вот характеристиками. И чего действительно добиться можно. Ну, забегая немножечко вперед, скажу сразу, очень я поклацал этот Linux. Это, ну вот, для людей, которые там, для мам, для пап, по-моему, даже легче, чем винда. Плюс все бесплатно. Плюс, когда ты устанавливаешь эту систему, да, она на этот аппарат довольно долго устанавливалась. На вот этот вот жесткий диск я устанавливал около 2 часов. Это реально туго шло. А на SSD-шник 120 гигабайтовый 2018 года, там Kingston Fury, вот, туда этот Linux залетел в районе, блин, я и таймер ставил, ну ладно, там в районе 45, по-моему, минут, ну не 2 часа. То есть уже производительность увеличилось быстродействие системы. То есть уже я как бы пробустил неплохо этот аппаратик. Вот. Будем надеяться, что будет приятно работать на нем. Жалко, конечно, что Windows, ну, реально ни 10, ни 7 я не смог на этот SSD-шник установить. Не знаю, может редкий SSD-шник, может потому что один из первых, там я не знаю почему, но у винды таких драйверов не нашлось. На Windows максимальной, на Windows 10 Pro, ну как-то так. Скажу еще из неприятного. Linux Mint этот
Он загружается в районе 4 минут. Один раз я загрузил за 4 минуты 10 секунд, второй раз за 4 минуты 8 секунд, и третий раз у меня получилось за 3 минуты 45 секунд. Это вот такой минус в сторону Linux. Не совсем он легкий, этот дистрибутив. Может хотя бы для Core i3 и легкий, но для Core 2 Duo тяжеловат. Но по менюшке на нем довольно-таки интересно и быстро серфить. Открываются программки довольно быстро. Ну, как-то так. На сегодня тогда все. Всем спасибо. Лайкаем, подписываемся. До свидания.